Добрый день, мои прекрасные зрители. Привет, привет. Добро пожаловать на мой канал. С вами Каролина, и вы на мольфаровой свече. И сейчас мы с вами погадаем, сделаем отливочку, чистку, как обычно. Ну что, настройтесь, мои хорошие, так, как вы умеете, так, как вы можете. Каждый по-своему, да? Главное вот вникать, настроиться, скажем так, вот этот канал создать между вами, между отливкой. То есть постарайтесь вот каких-то посторонние звуки, чтобы вам не мешали, вот, чтобы вас никто не дергал. Хотя можно будет и пересмотреть, если что-то все-таки будет вам помехи какие-то, кто-то будет мешать, в принципе, можно потом пересмотреть еще раз отливочку. Ну что ж, мы начинаем, дорогие мои, любимые мои зрители. Мы начинаем. Что сегодня нам откроется? Очень интересно, правда? Что сегодня нам откроется? Так. Всегда интересно. Так. Кто-то стоит на выборе, а время летит. Вижу часики. Значит, надо как-то с выбором поторопиться, потому что можно с чем-то опоздать. Либо получить то, что вы хотите, уже гораздо дороже, более дорогой ценой. Понимаете? Вот как ни крутите, а время здесь против вас. Нужно какое-то решение принять быстрее, не затягивать. Вот так. Для вас это будет лучше. Дальше. Молодой мужчина заходит в вашу жизнь. Очень привлекательный, страстный. Может быть, да, может быть, женщина старше. Но тут вижу, возраст вообще никакой роли не играет, вообще не помеха. Мужчина голову потеряет. Вас ждут очень эмоциональные, горячие отношения. Я не скажу, что это на целую жизнь, но вот я то, что вижу, что это на долгосрочно. Вот так. Но вы как будто будете и понимать, что это не на целую жизнь. То есть что-то будет такое вот, ну, может быть, и возраст, да, а может быть, и кто-то не свободен из вас. Что-то такое, какая-то такая зазноба будет. Заковыка, да? Так, дальше. Кто-то мягкую игрушку будет, либо вы дарите, либо вы получите в подарок. Ну, будете что-то такое мягкое, милое, приятное, будет очень радовать того человека, кому подарят ее. Так. Кто-то задумал дело, бизнес, возможно. Очень хотели бы вы, ожидаете, да, поддержки, допустим, от окружающих, от родных, от близких, от друзей. Но я вижу, что вы встречаете сопротивление. Как будто обидно, вот окружающие как в вас не верят, да, говорят, да не лезь, да не получится, да куда тебе и так дальше. Но я вижу, что вы в себя верите, да. И здесь вот показано, что вам нужно вот идти в выбранном направлении, что у вас все-таки получится. Вы еще утроите нос тем людям, которые, знаете, которые вас не верят и вот вашу веру пытаются как-то развеять по ветру, да? У вас получится, у вас все получится. Не быстро, да, какое-то большое дело вы затеяли, но справитесь. Так, ищите работу. Скоро идет вам для тех, кто ищет работу, идет вам два предложения. Вроде бы и равноценны, но вот рекомендовано выбирать вам то, в чем вы хорошо разбираетесь, то, что вы хорошо умеете. Вот, в чем вы опыт имеете. Такая вам рекомендация. Так. На пороге гости вижу. Гости непростые, скорее всего, кровные родственники, братья, сестры, племянники. Так, много эмоций, много воспоминаний, и посмеетесь вместе, и поплачете. Погружение вот в воспоминания, в какое-то прошлое такое общее. Так, наслаждайтесь, насладитесь, потому что вы потом не скоро увидитесь. Как-то вижу, что очень большой перерыв до следующей встречи. Так, вот это да.
На пороге стоит предатель. Предатель, человек, который когда-то выбрал не вас, предал вас. Теперь придет, ну, повиниться, покаяться. И, ну, скажет, да, или так подумает, ну, встречайте меня, принимайте меня. Он, такое ощущение, что он наивный, думал, что его до сих пор ждут. И все простят, да. Так, уже другие интересы я вижу у женщины, и прощать его не намерена. Женщина уже не одинока, нет. Этот человек, который пришел, чтобы его приняли, уйдет с опущенной головой, получит, как говорится, по заслугам, вот этим отказом женским. Заскучал, затасковал, надо было раньше ценить. Вот так вот. Куда-то будете отправляться, качели, карусели, вот где-то будете проводить время в такой каком-то ребячестве, в какой-то суете. Вот. А может быть, вы отдыхать едете и будете там идти на качели, да? Вот. Кружится, кружится все. Так, у кого есть вот страх высоты, все-таки вам не рекомендовано делать над собой прям такое усилие, насилие, и все равно вы, ну, лезть вот на какую-то высокую очень карусель. Не рекомендовано, действительно. Не потому, что вы там упадете, либо что, а просто стресс большой. Как говорится, зачем оно вам надо, да? Так, дальше. Идет какой-то договор. Смотрите, собрались люди, будут подписывать договор. Договор этот о каких-то гарантиях, как будто вам кто-то дает гарантии, либо вы даете кому-то. Это может быть, конечно, что-то связано с материальными вещами, с недвижимостью, с деньгами. Так, правильно делаете, что не на слово, а именно подписываете. Вы знаете, я так хочу сказать, что вот бумаги подкрепят эти гарантии. Вот. Все сработает так, как вы хотели бы. Маленький человек большого переиграет. Вот это да. Возможно, например, подчиненный спорит с начальником или с начальницей, да, и выигрывает спор. Либо ситуация, ну, действительно между взрослым и ребенком. Так тоже может быть, когда ребенок отстаивает свою какую-то правду, свое какое-то мнение, и в итоге оказывается правда, а взрослый доказывает, потом может как бы, ну, как в луже оказаться, да. Ой, какую прелесть я вижу. Подковка прорисовалась. Подковка в руках. Это кто-то, дорогие мои, получит большую удачу. Успех в делах. Благополучие. Как в семье, так и в работе. Здоровье крепкое. Удачный брак. Новое важное знакомство, да, какие-то шансы новые. Вот что-то. Подковка просто так не выливается. Кто пришел ко мне сегодня на гадание, хотел сказать на расклад, у вас подковка будет в руках. Что-то очень сильно повезет вам, да, поэтому настройтесь на то, что вы вышли на путь успеха, на дорогу успеха. Так. Встреча идет, встреча взрослого человека, по-моему, мужчина с детьми. Вот они его обнимают, облепили со всех сторон, детские энергии. Возможно, долго и давно не было отца дома. И вот радуется, очень сильно радуется, как дети, так и он, аж даже до слез, даже прослезится. Такая идет какая-то встреча счастливая. Вот. Ну, здесь отец точно любит детей. Может быть, он в дороге, может быть, он где-то по работе очень далеко. Вот. И дети его тоже любят. То есть здесь как будто все-таки не ситуация развода. Хотя, как знать. Так. У какой-то женщины очень много мечтаний и фантазий в голове. Просто, как говорится, и то хочу, и это хочу. Хочу быть шамаханской царицей, да. Из этих ваших мечтаний все нет, все не сбудется. Ну,
здорово, такая большая довольно-таки половина действительно сбудется. И на это у вас уйдет год. То есть что-то вы задумали, вот этот цикл, год, сбудется почти половина ваших мечтаний. Тоже, кстати, вы и сами не верите, что это может произойти, да? И причем такое сбывается, вот именно важное, знаете, не то, что там мелочь какая-то, потому что я здесь вижу и мелкие мечты. Вот. Что-то вы задумали, может быть такое большое, там, выйти замуж, найти свою судьбу, да, не знаю, работу какую-то супер получить. Кто-то, кто молодые смотрят меня, может быть, поступить, учиться там в институт, именно вот на такую специальность, да. В течение года сбудется добрая половина ваших мечт, именно таких серьезных. Мелочь не рассматриваю. Мелочь тут вижу такая, что вы ее можете хоть сейчас исполнить сами на самом деле. Так, рыба, кит. Это очень большие деньги. Девочки, приготовьтесь. Мальчики тоже, мужчины тоже. В вашу жизнь зайдут очень-очень большие деньги. Зарплаты, доходы, продажи какие-то. Опять же, наследство, не забываем. Такое тоже есть. И, конечно, это может зайти еще через мужчину, да, когда, ну, в вашу жизнь зайдет мужчина очень богатый, и рядом с ним вы будете тоже, естественно, этими благами пользоваться. Так тоже может быть. Так, мышка маленькая прорисовалась. А, это кто-то, не знаю, может быть, хочет подпитаться или крохи собрать с вашего стола. Может быть такое. Одна мышка еще такая, знаете, маленькая. Она, конечно, может подгрызть и дырочку в чем-то сделать, да. Но она какой-то человек, который, может быть, будет чем-то вашим пользоваться, ну так, слегка, немножечко, да. Может быть, даже с вашего разрешения. Может быть, без разрешения. Может, это какой-то работник, работница у вас на работе. Немножечко что-то ваше там берет, да? Вот. Так, очки. У кого-то на глазах очки, но как будто человек снимать их не хочет. Это может показывать, когда человек реально тоже сам хотел бы запрятаться. Да, я не вижу, и меня не видят. Вот так и хорошо. Поэтому это близко к тайным встречам и так далее. Так. Бутылочка вылилась вначале, а потом из этой бутылочки вылился букет. Интересно. Это может быть знакомство при застолье. Вот так вот. Где-то будете гулять, отдыхать, кафе, ресторан. И вырастет знакомство, свидание идет. Вот, а начнется все с бутылочки. Вот такое интересное у нас сегодня. Вот такая у нас отливочка сегодня, дорогие мои. Хорошие мои. Давайте посмотрим сейчас с той стороны, что будет. Да? Пускай немножко застынет, чтобы горячее не брать в руки. Ну-ка. Еще, видите, не застыло. Вот так. Горячо. Так, смотрим. Все видят или только я вижу? Вот она, овца. Видите? Золотое руно. Вот у нас опять про деньги. У нас опять про денежки. Идут к вам очень большие какие-то суммы. Какая-то замечательная работа, замечательные доходы, золотое руно найдете, возьмете в свои руки. Так, с этой стороны смотрим. Здесь часто мы можем увидеть также, что мы вычистили, да. Так, вы знаете, в чьей-то голове вот зрело, может быть, потому что мы это запечатали в воск, план какой-то, как план мести. Что-то вот человек недоволен, один человек другим, и решил как отомстить. Вот он, этот план, вот мы его с вами что сделали? Запечатали в воске. Поэтому человек, значит, что? Он его не воплотит в жизнь, этот план. Так, и еще вот с этой стороны вижу, видите, у нас, ну, как кто-то вот поливает водичкой или как кропит. Может быть, кто-то приходит, например, на работу с какой-то заговоренной водой и там брызгает, да, оно раз-два высохло, не видно, не привлекает особого внимания. Либо можно сказать, да, я тут, не знаю, это я набрызгала случайно. Вот, но это понятно, что это крапление такое непростое, с каким-то пожеланием, с каким-то действием, с каким-то намерением, но мы его запаковали, запаяли в воск, поэтому я не вижу, чтобы оно принесло какой-то негатив, это действие.
Ну вот, дорогие мои, вот такая у нас сегодня отливочка и чисточка. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, мне будет это очень приятно. Лайк, комментарий. И благодарю сердечно моих донаторов, моих спонсоров от всей души. Пусть вам будет в 1000, в миллион раз больше, чем вы мне присылаете, отправляете. Спасибо и до новых встреч.